Агата Кристи. Случай с богатой дамой. Читает селигерский отшельник. Мистеру Паркеру Пайну подали визитную карточку миссис Абнер Раймер. Он в удивлении поднял брови. Это имя было ему почему-то знакомо. Через минуту посетительницу ввели в кабинет детектива. Это была высокая, крепко сбитая женщина с нескладной фигурой. Даже дорогое бархатное платье и роскошное меховое манто не придавали ей никакой элегантности. У нее были слишком большие для женщины руки с узловатыми суставами и широкое грубоватое лицо с ярким румянцем во всю щеку. Зато черные волосы под шляпкой с пером выглядели очень красиво и были причесаны по последней моде. Она, очевидно, от усталости буквально упала на стул, слегка склонила голову на бок и без предисловий сухо сказала: «Здравствуйте, сэр! Если вы хорошо знаете свое ремесло, вы скажете мне, как я должна разумно потратить свои деньги». «Ха! Весьма оригинально!» — пробормотал Паркер Пайн. «Мало кому это кажется трудным. Для вас трудность заключается именно в этом?» «Да, у меня 3 меховых манто, куча парижских платьев и всего прочего. У меня прекрасная машина, дом на Парк-Лейн, яхта. Но представьте, я не люблю воду. Я держу множество дорогих слуг, которые открыто смеются надо мной. Я путешествовала, была много раз за границей и не знаю, что делать дальше. Есть госпитали, больницы, подсказал детектив. Вы имеете в виду благотворительную деятельность? Нет, эти деньги были заработаны трудом. И если вы думаете, что я брошу их на ветер, то вы глубоко заблуждаетесь, сэр. Я хочу их тратить и получать от этого удовольствие. Если вы подскажете мне, как это лучше сделать, я хорошо заплачу вам. Интересно, мадам, но вы еще ничего не сказали о собственности в деревне? Я забыла. Она у меня тоже есть, но я там умираю от скуки. Расскажите мне еще какие-нибудь подробности вашей жизни. Случай далеко не легкий. Охотно. Я не стыжусь своего происхождения. С молоду работала на ферме, вкалывая без передышки. Потом познакомилась с Абнером, рабочим на заводе. Он ухаживал за мной 8 лет, и я вышла за него замуж. Вы были счастливы в браке? Да, Абнер был очень добр ко мне, но жизнь у нас получилась трудной. 2 раза мы пережили безработицу, и пошли дети. Их было 4, 3 мальчика и девочка, но ни один из них
не дожил, увы, до совершеннолетия, иначе жизнь, возможно, казалась бы мне другой. Нежность отразилась на ее лице, и она на глазах помолодела. У Абнера были слабые легкие, и он не воевал, но в своем деле преуспел. Стал старшим мастером и сделал какое-то важное изобретение. Должна сказать, его шефы были щедры. Он получил довольно кругленькую сумму и истратил ее с пользой. Взялся за другое изобретение, которое принесло еще больше денег. Он стал хозяином, нанял рабочих, купил 2 пришедших в упадок предприятия и поднял их буквально из руин. Деньги потекли рекой, текут и сейчас. Сначала я была в восторге. У меня появился собственный дом с удобствами. Мне не нужно было стряпать, чистить, мыть. Я сидела в гостиной, опершись на шелковые подушки, звонила, чтобы подали чай. Словом, графиня. Потом мы с Абнером переехали в Лондон, побывали в Париже, на Лазурном берегу. Я одевалась у лучших портных. А затем, думаю, мы стали к этому привыкать, потому что с некоторых пор все это перестало доставлять нам удовольствие. Бывали дни, когда уже никакое меню нас не соблазняло. А потом здоровье бедного Абнера стало ухудшаться. Мы платили врачам, чтобы они делали все, что было в их силах. Но ничто не помогло. Он умер совсем молодым. Ему было всего 43 года. Паркер Пайн сделал соболезнующее лицо, а миссис Раймер тем временем продолжала свою исповедь. Это случилось 5 лет назад, а деньги все продолжают идти. Очень грустно не пользоваться ими. Но, как я уже заметила, у меня отсутствуют всякие желания. Другими словами, вам скучно жить. Да, у меня нет друзей. Мои новые знакомые водят со мной дружбу, потому что я богата. Норовят обобрать меня, смеясь за моей спиной. Старые же отвернулись, потому что их смущает моя роскошь, которая меня окружает. Мистер Пайн, вы можете мне помочь? Возможно, медленно ответил Паркер Пайн. Это дело трудное, но надеюсь, что мне удастся вернуть вам радость восприятия жизни. Каким же образом? Сухо поинтересовалась посетительница. Пока это секрет. Я никогда не говорю заранее о своих планах. Хотите попробовать то, что я вам предложу? Но гарантирую успех, однако я уверен, что со временем добьюсь его. Сколько это будет стоить? Я вынужден буду воспользоваться особыми методами, отличными от обычных, поэтому понадобится внушительная сумма. И запрошу с вас
1000 фунтов стерлингов, причем оплата вперед. Здорово! Я согласна. Потому что привыкла платить за все гораздо большую цену. Хочу иметь что-то стоящее за свои собственные деньги. Не беспокойтесь, мадам. Я пришлю чек сегодня же вечером, сказала она, поднимаясь. Не знаю, почему, сэр, но я вам верю. Говорят, дурак легко расстается со своими деньгами. Может быть, и я и дура, а вы самоуверенно объявляете во всех газетах, что делаете людей счастливыми. Эти объявления стоили мне дорого. И если они окажутся пустыми обещаниями, плакали мои денежки, я знаю, откуда проистекают все несчастья, и знаю, следовательно, как от них нужно избавляться. Миссис Раймер недоверчиво покачала на прощание головой и вышла, оставив за собой аромат дорогих духов. В кабинет Паркера Пайна вошел красавец Клайд Леттерл. «Есть для меня работа?» — спросил он. Детектив покачал головой. «Пока нет. Это все не так просто. Дело сложное, поэтому необходимо все тщательно взвесить и обдумать, чтобы избежать малейшего риска. На сей раз мы пустим в ход необычные средства». «С помощью миссис Оливер?» Детектив улыбнулся при воспоминании о знаменитой романистке. «Нет», — ответил он, — «она очень подвержена условностям, гораздо более, чем мы. Я же задумал удар смелый и дерзкий. Вы можете, Клайд, позвонить доктору Антробусу?» «Антробусу?» «Да, он мне очень нужен». Через 8 дней миссис Раймер снова вошла в кабинет мистера Паркера Пайна. Он поднялся с кресла при ее появлении и сказал: «Уверяю вас, что подобная задержка вызвана необходимостью. Нужно было провести различные мероприятия, и я добился помощи одного замечательного человека, который исколесил пол Европы, чтобы приехать сюда к нам». «Вот как!» — подозрительно сказала миссис Раймер. Она не забыла, что неделю назад подписала чек на 1000 фунтов, и деньги по нему, как ей доложили, уже были выданы. Паркер Пайн нажал кнопку. Появилась молодая брюнетка восточного типа в одежде медсестры. «Все готово, сестра Сара?» «Да, доктор Константин ждет». «Что это вы такое задумали?» — с тревогой спросила миссис Раймер. «Познакомить вас с восточной магией, дорогая леди», — спокойно ответил Паркер Пайн. Миссис Раймер последовала за сестрой милосердия на верхний этаж. Комната, в которую она вошла, ничем не напоминала другие. Стены были затянуты дорогим штофом.
На диване лежали яркие вышитые подушки, паркет покрывали роскошные ковры, над массивным кофейником склонился мужчина. «Доктор Константин!» — представила его сестра. Доктор был одет по-европейски, однако имел смуглое лицо, черные глаза и пронизывающий насквозь взгляд. «А, это больная!» — сказал он низким гортанным голосом. «Я не больная!» — воскликнула миссис Раймер. «Вы больны не телом, а душой», — заметил доктор. «А мы на Востоке умеем лечить душу. Садитесь, пожалуйста, и выпейте кофе». Она присела на диван и взяла в руки чашечку ароматного напитка. Пока она медленно пила, врач говорил: «Здесь, на Западе, принято обращать внимание только на тело. Это непростительная ошибка. Тело всего лишь инструмент, на котором играют. Мелодия может быть печальной или утомительной, или, напротив, веселой и жизнерадостной. И именно эту, последнюю, я и хочу заставить вас услышать. У вас есть деньги. Вы будете их тратить с радостью, и жизнь снова покажется вам приятной. Это легко, легко, легко. Неясное томление овладело миссис Раймер. Она видела доктора и сестру, как в тумане. Она была счастлива и засыпала. Доктор стал вдруг очень высоким, и все окружающее приняло какие-то необычные, странные очертания. Константин продолжал пристально глядеть в глаза пациентки и повторил: «Спите, спите! Ваши глаза закрываются, сон подступает, овладевает вами. Спите, спите!» Веки миссис Раймер смежились, и она унеслась в чудесный мир. Когда она проснулась, ей показалось, что прошло очень много времени с того момента, когда она появилась тут, в этой комнате. Она смутно припоминала множество деталей, странные сны, автомобиль и красивую сестру, склонившуюся теперь над ней. Но, кажется, она, наконец, проснулась в своей кровати. В своей ли? Что-то не похоже. Ее постель у нее дома, кажется, была гораздо мягче. Смутные воспоминания далекого прошлого проснулись в ее душе. Она чуть пошевелилась, и кровать заскрипела, чего никогда не случалось в ее доме на Парк-Лейн. Она огляделась. Решительно, то был не ее дом. Может быть, ее перевезли в какую-то больницу? Кажется, нет. И это явно не отель. Почти голая комната. Стены желто-розовые. Стол, на котором стоял кувшин с водой.
комод, самый обычный чемодан, незнакомая одежда на вешалках, на кровати перина. «Где я?» — спросила она, приходя в себя. Дверь открылась, и вошла маленькая полная женщина, румяная и добродушная на вид, в большом фартуке, рукава закатаны до локтей. «Ах!» — вскричала женщина. «Она проснулась! Войдите, доктор!» Миссис Раймер открыла было рот с намерением протестовать, но слова будто застряли у нее в горле, когда она увидела незнакомого человека, вошедшего следом за толстушкой, ничуть не походившего на элегантного доктора Константина. Это был сгорбленный старичок в больших очках. «Все в порядке», — сказал он, прощупывая пульс миссис Раймер. «Вы скоро поправитесь, дитя мое». «Что со мной?» — спросила она в изумлении. «С вами случилось что-то вроде припадка. Вы 2 дня пролежали без сознания. Кажется, ничего серьезного». «Вы нас страшно напугали, Анна», — добавила женщина. «Вы ходили по деревне и рассказывали странные вещи». «Да-да, миссис Гартнер, именно так все и было», — подтвердил врач. «Но не нужно волновать больную. Вы вскоре встанете, малютка». «Не беспокойтесь о своей работе, Анна», — снова заговорила миссис Гартнер. «Мистер Робертс пришел мне на помощь, и все прошло благополучно. Будьте спокойны и поправляйтесь, моя дорогая». «Почему вы называете меня Анной?» «Но это же ваше имя», — удивленно ответила женщина. «Вовсе нет. Меня зовут Амалия Раймер, миссис Абнер Раймер». Она попыталась подняться. Миссис Гарднер и врач переглянулись. «Нет-нет, лежите, пожалуйста», — сказала женщина. «Да-да», — поддержал доктор, — «главное, не волнуйтесь». Оба они вышли из комнаты, а она осталась лежать в одиночестве, страшно заинтригованная всем происшедшим. С какой стати ее называют Анной? И почему эти люди обменялись таким взглядом откровенного недоверия, когда она назвала свое настоящее имя? Где она? Что случилось с нею? Миссис Раймер встала с постели. Ее немного пошатывало, но она медленно подошла к маленькому окошечку и выглянула в него. В нем она увидела двор фермы. Совершенно ошеломленная, Амалия вернулась к кровати. Как она попала в этот незнакомый дом? Когда? Вошла миссис Гарднер, неся на подносе миску с супом, и миссис Раймер спросила ее: «Как я здесь очутилась? Кто меня привез?» «Никто, милая. Вы живете с нами уже 5 лет, и трудно было подозревать, что с вами случаются такие припадки». «Я живу здесь 5 лет?» «Да! Ну, Анна, не станьте же вы меня уверять, что вы совершенно ничего не помните. Я никогда не жила здесь, и вас я совсем не знаю. Вы забыли, потому что были больны. Я никогда в жизни не жила здесь. Ну что вы, дорогая,
Миссис Гарднер, несмотря на свою полноту, резво подбежала к комоду и взяла в руки фотографию в рамке, довольно старую и тусклую, и подала больной. На фотографии была запечатлена группа из 4 человек. Бородатый мужчина, сама миссис Гарднер, весело улыбающийся высокий худой парень и женщина в цветастом ситцевом платье и фартуке. Миссис Раймер собственной персоной. Пока она ошеломленно рассматривала снимок, миссис Гарднер поставила рядом с Амалией миску супа и бесшумно удалилась. Больная машинально принялась за еду. Суп был вкусный, густой и очень горячий, но голова, однако, шла кругом. Кто из них спятил? Миссис Гарднер или она? Одно из двух, это уж определенно. Во всяком случае, был врач. «Я Амалия Раймер», — громко повторяла женщина. «Я уверена, что никто не сможет это оспорить». Доев суп, она поставила миску на поднос. Ее внимание привлекла лежащая рядом сложенная газета. Она взяла ее, взглянув на дату. 19 октября. Когда же она была в бюро мистера Паркера Пайна? Кажется, 15 или 16. Значит, она проболела 3 дня. Проклятый доктор! Гневно подумала Амалия. Однако на этом женщина не успокоилась. Она когда-то слышала о людях, которые годами не могли вспомнить своего имени, и боялась, что с ней приключилось именно такое. Она опять стала просматривать газету и вдруг наткнулась на заметку. Миссис Абнер Раймер, вдова Абнера Раймера, короля запонок, была помещена вчера в частную психиатрическую больницу. В течение 2 дней она называла себя деревенской служанкой Анной Мутхаус. Анна Мутхаус! Вот, значит, как все обернулось. Речь идет о подмене. Мы сможем все уладить, вспомнилось ей успокаивающие слова детектива. Если этот лицемер Паркер Пайн задумал эту темную комбинацию, в ту же минуту ей бросилось в глаза имя Константин в другом крупном заголовке. Во время пресс-конференции, данной вчера доктором Клаудиусом Константином, накануне его отъезда в Японию, последний выдвинул захватывающие теории. По его мнению, можно доказать существование души, перенеся ее из одного тела в другое. Он уверял, что в своих экспериментах на Востоке он сумел осуществить двойное перемещение. Душа закабнетизированной особы А была перенесена в тело Б и наоборот. Для успешного проведения подобного опыта нужно найти 2 пациентов, имеющих немалое физическое сходство, так как только в том случае они будут похожи и в своей психической характеристике. Такие свойства, по наблюдению врачей, обычно имеют близнецы,
Однако, как выяснилось, и два человека, не связанные родственными генами и принадлежащие к разным слоям общества, но имеющие одинаковые черты лица, также могут иметь и одинаковую психику. Миссис Раймер отбросила газету и вне себя от гнева закричала: «Негодяй! Подлец! Обманщик!» Теперь она поняла все. Он сразу задумал овладеть ее состоянием. И это Анна Мудхаус всего лишь игрушка в руках Паркера Пайна. Возможно, она и не виновата, но он и Константин совершили грандиозную аферу. Но она выведет на чистую воду этих бандитов. Их будут судить. Она добьется этого. Негодование миссис Раймер заметно поутихло, когда она вспомнила первую заметку. Анна Мудхаус не стала послушным инструментом в руках Пайна. Она протестовала, называла себя. И что из этого вышло? Несчастную заперли в сумасшедший дом, подумала Амалия Раймер и содрогнулась при мысли об этом. Сумасшедший дом. Если туда войдешь, никогда оттуда не выйдешь. И чем больше будешь сопротивляться, тем меньше тебя будут слушать. Но она не желает подвергаться подобной опасности. Дверь открылась, и вошла миссис Гарнер. «Вот и хорошо», — сказала она, — «что съела суп. Быстро пойдете на поправку». «Когда я заболела, скажите?» «Подождите, 3 дня назад, в пятницу 15-го, в 4 часа дня». «Вот как?» — несколько удивленно сказала миссис Раймер. «Ведь это был день и час, когда она посетила доктора Константина. Вы сидели на стуле и вдруг сказали: «Ах, как я хочу спать!» И тут же уснули. Мы вас уложили и пригласили доктора. Думаю, тем не менее, вы все-таки не можете сказать, кто я. На удачу сказала миссис Раймер. Вы шутите. Как можно узнать человека как-то иначе, чем посмотреть на его лицо? Тем более у вас есть родинка. «Родинка?» — живо переспросила Амалия, зная, что ее никогда не было ни одной родинки. «Да, под правым локтем. Взгляните, чтобы убедиться в правдивости моих слов». «Вот и доказательство!» — подумала бедная женщина, закатывая рукав ночной сорочки. И когда она и в самом деле увидела родинку, то не смогла сдержать внезапно вырвавшихся рыданий. Через 4 дня Амалия встала с постели. И пока лежала, придумывала множество планов спасения. Однако отвергала их один за другим. Она могла бы, конечно, показать газетную статью миссис Гарднер и доктору, объяснить им. Но она была уверена, что они ей все равно не поверят.
она могла бы обратиться в полицию. Но там уж наверняка не поверят. Она, наконец, могла явиться к Паркеру Пайну. Эта перспектива прельщала ее более всего. Во-первых, потому что она получит моральное удовлетворение, высказав этому фарисею-добряку все, что она о нем думает. Но ее останавливало непреодолимое препятствие. Она находилась в Корнуэлле, и у нее не было денег, чтобы поехать в Лондон. 2 шиллинга и 4 пенса в старом кошельке составляли все ее богатство. Итак, через 4 дня миссис Раймер приняла героическое решение. Она покорится судьбе, будет продолжать играть роль Анны Мудхаус, а когда заработает достаточно денег, то поедет в Лондон и настигнет мошенника прямо в его логове, то есть конторе. Приняв это решение, миссис Раймер безропотно подчинилась распорядку новой жизни. История повторилась. Она возвращалась к своей далекой юности. Сначала работать было тяжело. После стольких лет бездумной, обеспеченной жизни, но уже к концу недели она обрела прежнюю привычку к работе на ферме. Миссис Гарднер оказалась добродушным созданием с ровным характером. Ее сильный и молчаливый муж был тоже очень добр к Амалии. Высокого худого парня здесь уже не было. Его заменил другой рабочий, 45-летний гигант, неболтливый, бесхитростный, с ласково блестевшими голубыми глазами. Бежали дни, летели недели. Наконец миссис Раймер в один прекрасный день поняла, что накопила достаточно денег, чтобы отправиться в Лондон. Однако она не поехала. Время еще было, и Амалия еще побаивалась снова попасть в сумасшедший дом. Паркер Пайн хитер. Он запрет ее в нем, как умалишенную, с помощью своего сообщника-врача, и никто не узнает, что с ней сталось. Кроме того, думала она, перемена жизни пошла мне явно на пользу. Она рано вставала и много работала. Джо Уэлш, рабочий, зимой заболел, и Амалия с миссис Гарнер ухаживала за ним. Пришла весна, стало тепло, в лугах появились первые цветы. Джо помогал Анне в работе, она чинила ему белье. По воскресеньям они ходили вместе гулять. Джо вдовел уже 4 года и признался, что за это время привык иной раз и выпить лишнего. Но теперь он забыл про кабачок и купил себе новый костюм. Миссис Гарднер втихомолку посмеивалась над ним. Анна подтрунивала над Джо, однако он не обижался и выглядел смущенным, но довольным. За весной пришло урожайное лето, на ферме все работали, не покладая рук. Наконец урожай был убран, и листья на деревьях стали краснеть. Наступила осень. 8 октября Анна во дворе рубила на зиму капусту и однажды, подняв голову, увидела вдруг Паркера Пайна, который, облокотившись на забор,
молча наблюдал за ней. «Это вы?» — вскричала она в бешенстве. «Ах, вы такой-сякой!» Ей понадобилось некоторое время, чтобы высказать ему все. И когда она остановилась, чтобы перевести дух, Паркер Пайн любезно улыбнулся ей. «Вполне с вами согласен», — сказал он. «И не спорю». «Да-да!» — миссис Раймер еще не остыла. «Вы лгун и обманщик вместе с вашим Константином, вашим гипнотизером, а несчастная Анна Матхаус, запертая с этими чокнутыми!» «Вот тут ж вы не правы, мадам. Анна Матхаус вовсе не в психиатричке. Она вообще никогда не существовала!» «Вот как! Я же видел ее фотографию! Это коллаж! Делается очень просто. А статьи в газете? Номер был сделан специально, в единственном экземпляре, чтобы вас убедить. А этот подлый доктор Константин! Его роль сыграл мой лучший друг. У него блестящие актерские способности. Миссис Раймер неуверенно пожала плечами. «И вы будете мне внушать, что я не была загипнотизирована? Ну, не совсем. В ваш кофе добавили настойку индийской конопли. Потом вам давали другое снотворное, чтобы привести вас сюда, пока вы не проснулись. Значит, миссис Гарднер была вашей сообщницей?» Детектив кивнул. «Вы ее, вероятно, купили и наговорили ей с 3 короба. Она очень доверяет мне, потому что когда-то я спас ее единственного сына от каторги». «А, родинка!» Пайн улыбнулся. «Она со временем побледнеет, а месяцев через 5 исчезнет совсем. Но зачем была разыграна эта комедия? Вы посмеялись надо мной, привезли сюда и превратили в работницу фермы, когда у меня столько денег в банке. Но об этом, наверное, бесполезно и говорить, дорогой сэр. Вы, конечно, воспользовались ими, и ради этого...» «Точно так», — ответил Паркер Пайн. «Под влиянием наркотика вы дали мне нотариальную доверенность, и за время вашего отсутствия, назовем это так, я вел все ваши финансовые дела. Но могу заверить, что за исключением данной мне вами 1000 фунтов, я из ваших денег не положил в свой карман ни пенса. Более того, благодаря удачному помещению ваш капитал значительно увеличился за это время. Тогда зачем?» Начала было мисс Раймер. «Могу теперь я задать вам вопрос? Вы человек искренний, и я уверен, что вы ответите мне откровенно. Теперь вы счастливы?» «Счастливо? Хорошенькое счастье! Разве женщина, у которой украли деньги, может быть счастливой? Ну и нахал же вы, сэр Пайн!» «Вы по-прежнему сердитесь. И это понятно.
Ну, забудьте на минутку о моих ошибках. Когда вы пришли ко мне год назад, вы были печальны и раздражены. А сейчас скажите, вы по-прежнему грустите? Если да, то я принесу вам свои извинения, и вы вольны покарать меня, как вам будет угодно. Кроме того, я тотчас же верну вам 1000 фунтов. Ну как вы, несчастны? Говорите же!» Миссис Раймер посмотрела ему в лицо, опустила глаза и прошептала: «Нет, после смерти Абнера я никогда не была так счастлива, как сейчас. И я собираюсь выйти замуж за человека, который работает здесь, за Джо Уэлша. Наша помолвка будет оглашена в воскресенье. Вернее, должна быть оглашена». «По-видимому, — сказал Паркер Пайн, — все изменилось в вашей жизни». Миссис Раймер залилась краской и отступила на шаг и закричала: «Что вы хотите этим сказать? Уж не думаете ли вы, что я снова стану важной дамой, даже если буду обладать всеми деньгами на свете? И не собираюсь. Все они, эти дамы, сплошь лентяйки. Джо достаточно хорошо воспитан для меня. И я для него тоже. Мы любим друг друга и будем счастливы. А вы, интриган эдакий, убирайтесь отсюда и не суйте нос в чужие дела». Пайн вынул из кармана какую-то бумагу и протянул Амалии. «Вот ваша доверенность, мадам. Разорвать ее? Полагаю, что теперь вы сами в состоянии управлять своим капиталом». Странное выражение мелькнуло вдруг на лице миссис Раймер, и она оттолкнула протянутую руку детектива. «Сохраните ее у себя. Я много чего тут наговорила вам. Отчасти вы это заслужили. Вы хитрюга, Паркер Пайн. Но я вам верю. Положите на мое имя 700 фунтов в здешний банк. Это даст нам возможность купить ферму, которую мы с Джо уже приглядели. А остальное отдайте на содержание госпиталей». «Вы хотите пожертвовать на благотворительность все ваше состояние?» «Конечно. Джо добрый и честный парень, но он слаб духом. Такие большие деньги его погубят, я уверена. Мне удалось отучить его от выпивки, и я не дам ему пропасть ни за что. Слава богу, я знаю, чего хочу, и не позволю, чтобы деньги отняли у меня счастье. Вы замечательная женщина, Амалия Абнер Раймер, — сказал Паркер Пайн. «Не найдется и одной на миллион,
которая могла поступить, как вы. Значит, только у меня одной и присутствует здравый смысл. С достоинством ответила миссис Раймер. Низко кланяюсь вам, совсем расчувствовался детектив. Он низко склонил голову перед миссис Раймер и собрался уходить. Но Амалия почти вдогонку крикнула ему: «Только чтобы Джо ничего не узнал!» Она стояла, освещенная лучами заходящего солнца, с большим зеленым кочаном в руках, гордо выпрямившись и откинув голову. Из нее и в самом деле получилась великолепная крестьянка. Благодарю вас от всего сердца за то, что вы пронеслись сквозь волны этого рассказа до самого берега его завершения. Если вы действительно были со мной до последней строки, прошу вас, зажгите в комментариях маленький огонек или оставьте трепетное сердечко. Пусть это станет маяком, сигнализирующим о количестве душ, дошедших до финала. И да пребудет со мной милость всемогущего Ютуба, дабы он расправил крылья моему видео и понес его навстречу новым слушателям. Вместо прощания, которое звучит как похоронный звон, я предлагаю вам нырнуть в глубину следующей истории, что словно сокровище возникло сейчас в списке на экране. Пусть она станет для вас новым приключением, новой гранью познания, новым лучом света в бесконечной тьме будней.